Сегодняшняя история произошла в штате Висконсин, городке Барабу, который находится к северу от Мэдисона. Это небольшой городок с численностью населения всего 12 тысяч человек. Здесь все друг друга знают, и поэтому эти душераздирающие преступления потрясли всю общественность. 29 июля 1995 года Тед Филлипс провел со своей семьей. Он вспоминает, что ранее в тот же день они пошли ужинать. Мама, папа и трое его младших братьев и сестер. Тед сказал, что после ужина они вернулись домой, немного пообщались, и затем родители легли спать. Тед и его младшая сестра остались в гостиной и смотрели телевизор на диване. Через какое-то время они оба заснули. Позже, той же ночью, Тед проснулся от того, что его кто-то нес на руках. Ему было всего 13 лет, поэтому для него или его братьев и сестер не было ничего необычного в том, что они засыпали на диване, а их отец затем приходил и относил в кровати. Сначала он не придал этому значения, пока человек не вынес его из дома. По его мнению, это должно быть был один из друзей его отца, у которого случились проблемы с машиной или что-то в этом роде, и ему нужна была помощь. Для него, ребенка, было логично, что друг не смог разбудить отца, и поэтому решил, что Тед сможет помочь ему. Мальчик сказал, что на улице было еще темно, и он не совсем понимал, что происходит. Они жили в этом городе всего несколько недель, и Тед еще мало кого знал. Парень выглядел дружелюбным и спросил, может ли Филлипс помочь ему с машиной. Тед его спросил, где находится эта машина, и он ответил ему, что она находится прямо за холмом, к которому они сейчас идут. Тед был все еще сонный и отправился с парнем к нему в дом, который находился всего в полумиле от дома Филлипсов. Вспоминая ту ночь, он рассказывал, что совсем не испугался и даже не осознал, что должен бояться. Незнакомец спросил Теда, может ли он идти быстрее, и они начали бежать. Опять же, это был всего лишь 13-летний подросток, который думал, что помогает одному из друзей своего отца. Пробежав некоторое время, они подошли к ветхому дому. Когда они вошли, незнакомец сказал Теду, что он живет тут со своим братом. Внутри дом был похож на свалку. Повсюду валялся мусор. Объедки лежали на столе. Немытая посуда была повсюду. Везде были разбросаны старые вещи и пустые бутылки. Очень быстро Тед стал осознавать, что это не друг его отца. Незнакомец же сказал, что у него будет вечеринка, и начал называть имена людей, которых Тед знал по району и школе, говоря, что все они скоро придут, все они собираются потусоваться и хорошо провести время. Это немного успокоило Теда. Вскоре незнакомец представился и сказал, что его зовут Джо. Джо спросил Теда, любит ли он модели автомобилей и грузовиков. Сказал ему, что у него есть несколько наверху в комнате, на которые они могут пойти и посмотреть. Тед последовал за ним, и они стали их рассматривать. Они спокойно общались, и Джо выглядел вполне дружелюбным и милым парнем. Однако в мгновение ока Джо толкнул Теда на ближайшую кровать и положил его ноги себе на колени. Он быстро схватил правую лодыжку Теда и начал выкручивать ее. Он крутил и крутил ее до тех пор, пока лодыжка Теда не хрустнула и не сломалась. Сразу после этого Джо сел на кровать рядом с Тедом и закрыл лицо руками. Тед мгновенно вскочил с кровати. Он был в ужасе от происходящего и попытался убежать. Находясь в шоковом состоянии, он выбежал из комнаты и спустился вниз по лестнице. Тед сказал, что во время бега он чувствовал, как сломанные кости его лодыжки скользят дальше вверх по ноге и трутся об другую кость. Тед прошел через гостиную и половину кухни, когда Джо догнал его. Он обхватил рукой шею Теда, сделав ему удушающий прием, бросив на диван. Затем он схватил правую ногу Теда и начал поднимать ее вверх над головой. Он навалился на нее всем своим весом. В это время бедренная кость хрустнула и сломалась. Бедренная кость считается самой
самой прочной в организме человека. Это самая большая и толстая кость. Она защищена слоем мышц, окружающих ее. Учеными подсчитано, что требуется около 400 кг силы, чтобы сломать эту кость. Большинство переломов бедренной кости, наблюдаемых врачами, являются результатом травматических несчастных случаев, в основном автомобильных аварий. Это позволяет оценить нам количество силы, которое приложил Джо. Дело было не только в переломах костей, но и в том, что Джо бил и пинал Теда постоянно. По сути, это был непрерывный шквал ударов. Однако, когда его ногу сломали, Тед сказал, что не почувствовал никакой боли. Это был просто громкий хруст. Сразу после этого Джон стал обычным, нормальным человеком. Он стал разговаривать, как ни в чем не бывало. Тед пытался отвлечь его и поддерживал разговор, чтобы он не напал на него снова. Тед спросил Джо, почему он так с ним поступает. Джо сказал, что он очарован звуком ломающихся костей. Тед спросил его, почему он не делает это с собой. И Джо сказал, что он пытался, но так и не смог найти приемлемый способ, чтобы сломать свою кость. Тед спросил, делал ли он когда-нибудь это с кем-нибудь еще, и Джо ответил утвердительно. Когда наступило утро, Тед спросил Джо, может ли он позвонить родителям, чтобы сказать им, что с ним все в порядке, так как они очень волнуются. И к его большому удивлению Джо ответил, да, конечно, без проблем. Он протянул телефон Теду, и он попытался позвонить, но понял, что телефон отключен. Это были не только физические, но и психологические пытки. Джо смеялся и наслаждался, видя, как надежда покидала мальчика. Тед постоянно просил Джо, чтобы тот отпустил его. Он говорил, что никому не расскажет о случившемся. Говорил, что скажет всем, что споткнулся о журнальный столик, упал и получил все эти травмы. Джо сказал ему, что никто не поверит Теду. Он сел на диван рядом с ним и стал смотреть телевизор. После нескольких часов просмотра телевизора Джо отнес Теда обратно наверх в кровать. Тед все время отбивался. Он бил Джо по затылку и пытался посильнее его ударить. Джо сел на него спиной к лицу. Он схватил Теда за левую лодыжку и начал выкручивать. Он крутил и крутил, пока снова лодыжка не хрустнула и не сломалась. От ударов Теда Джо становился все более злым и агрессивным. Он продолжал выкручивать лодыжку. Позже, вспоминая, Тед говорил, что это было похоже на то, как выкручивают тряпку. Он прикрывал лицо Теда подушкой или заставлял, чтобы тот держал подушку сам. Джо сказал Теду, чтобы он не кричал и не сопротивлялся, иначе он сломает ему шею или спину. Тед сказал, что верил словам Джо на 100%, так как он уже сломал ему ногу и обе лодыжки. У него не было причин не верить его словам. Однако, по словам Теда, он отказывался плакать. Он не давал Джо понять, как он напуган и измучен. Сила духа, которую Тед проявил перед лицом чистого и истинного зла, поразительна. В течение дня Джо выходил из дома на улицу, чтобы попытаться завести машину. После каждого раза Джо возвращался в дом и поднимался по лестнице, жалуясь на машину, которая никак не хотела заводиться. Он вымещал свою злость на Теде, пиная его и причиняя невыносимую боль. После каждого сеанса пыток Джо делал вид, что оказывает помощь Теду. У него было около 100 белых носков. Позже для суда психолог сделает заключение, что это был фетиш для Джо. Их он надевал на ноги Теда, пытаясь сделать что-то похожее на гипс. После того, как он надевал на Теда носки, казалось, что переключатель вот-вот щелкнет, и Джо снова станет нормальным парнем. Но этого не происходило. В какой-то момент Джо заставил Теда ходить по комнате. Он сказал ему дойти до лестницы и остановиться. Тед описывал это так.
Он стоял на ступеньке наверху, и либо он потерял равновесие, либо Джо толкнул его. Тед скатился вниз по лестнице, приземлившись на спину. После этого травмы Теда становились все хуже и хуже. Его лодыжки распухли до размеров мяча для софтбола, примерно размер грейпфрута. Правое бедро распухло до размеров баскетбольного мяча. Ноги у него были черно-синего цвета. Джо отвел Теда наверх и оставил на кровати. Когда солнце село и наступил вечер, Тед остался в доме один. Он услышал, как закрылась входная дверь, а затем отъехала машина. Это был хороший момент для побега. Он знал, что должен сделать все, что в его силах, чтобы выбраться отсюда. Тед заставил себя встать с кровати и добраться до лестницы. Затем он собрал все мужество и силу, на которые был способен, и бросился вниз головой вперед. Когда он приземлился, он потерял сознание от боли и истощения. Это было само собой разумеющимся, так как он не ел и не пил с тех пор, как началось это испытание. Это усугубило его состояние. Через несколько минут он очнулся и попытался проползти через гостиную на кухню. Он несколько раз терял сознание, волоча себя по полу. Он уже был в гостиной и пытался попасть на кухню, когда входная дверь вдруг открылась и вошел Джо. Джо был в шоке от увиденного. Он не мог поверить, что этот мальчик, который весил всего 41 килограмм, прошел весь этот путь со всеми травмами, которые у него были. Он схватил Теда и понес его обратно на кровать. Он начал еще больше выворачивать лодыжки, а также несколько раз прыгал ему на ноги и на грудь, сломав ему несколько ребер. Тед сказал, что Джо выместил весь свой гнев на нем. После всех избиений и пыток за попытку побега, Джо отнес Теда обратно на диван. Он включил телевизор, и они посмотрели пару фильмов. Со стороны это выглядело так, как будто два хороших друга тусуются субботним вечером. В конце концов Тед потерял сознание и проспал несколько часов. На следующее утро Тед проснулся и посмотрел на свои ноги. По его словам, они даже не выглядели так, как будто это были человеческие ноги. Они были черного цвета. Опухшие были не только ноги, но и все его тело. Боль была мучительной. Тед сказал, что даже не может описать, насколько это было больно. Как только Джо увидел, что он проснулся, он снова отнес Теда к кровати и снова начал пытать его. Каждые несколько часов он возвращался, чтобы причинять еще больше боли Теду. В какой-то момент он схватил левую ногу Теда и начал выворачивать ее в колени. В конце концов он сломал колено и вывернул его назад. Тед ничего не мог сделать, чтобы остановить это. Он посмотрел на свои ноги. Они были полностью изуродованы. Он сказал самому себе, что уже никак не сможет выйти из этого дома. Через несколько часов солнце село, и Джо засобирался на вечеринку. К этому моменту Тед предпринял уже 3 попытки сбежать, но каждый раз его ловили, что приводило к более жестоким избиениям. На этот раз Джо решил, что не хочет рисковать, и отнес Теда в кладовку. Он бросил его внутрь и запер дверь. Тед лежал среди хлама в полной темноте, и тут он услышал, как закрылась входная дверь и отъехала машина. В ту минуту он точно знал, что это его последний шанс, и что он должен сбежать оттуда, чего бы ему это ни стоило. Он чувствовал, как его тело медленно начинает сдаваться. Это был один из дней рождения его младшего брата, и все, чего он хотел, это быть дома со своей семьей. Он рылся в кладовке, ища что-то твердое, и нашел старую крепкую гитару. Он схватил ее и начал бить ею по двери, молясь, чтобы замок сломался, позволив ему выбраться оттуда. Через некоторое время дверь поддалась, и он смог повернуть ручку и выйти. Он снова с неимоверным трудом пересек комнату и добрался до лестницы. Головой вперед он бросился вниз и снова потерял сознание, когда приземлился внизу.
Очнувшись, он, используя все силы, которые у него остались, пробрался через гостиную на кухню. Он увидел на стене телефон, который, как он знал, работал. Он слышал, как Джо разговаривал со своей девушкой о том, чтобы пойти на вечеринку в тот вечер. Тед сказал, что телефон был черного цвета, но в этом черном телефоне было две счастливые вещи. Во-первых, у него был длинный шнур, который доходил до самой земли. В те времена у телефонов были шнуры, и если вы хотели иметь возможность ходить и разговаривать, у вас должен был быть длинный эластичный телефонный шнур. Еще одна удача заключалась в том, что когда он держал в руках трубку, на ней был номеронабиратель, а не на самом телефоне, который был прикреплен к стене. Дрожащими пальцами Тед набрал 911. Сейчас есть статьи и источники, в которых говорится, что полиция сначала подумала, что это был телефонный звонок-розыгрыш, но все равно отправила кого-то для расследования. Но сам Тед говорил, что все было совершенно не так. Он сказал им, кто он такой и что его держат в плену. Он запомнил достаточно, чтобы дать им общие сведения о своем местонахождении. Также он назвал им имя Джо. Тед сказал, что они сразу поняли, где он находится, и они знали, кто такой Джо, потому что у них были дела с ним в прошлом. Когда прибыли полицейские, Тед лежал полумертвый на кухне. Его колено было полностью вывернуто назад, а ступни были повернуты в бок. Он сказал, что, глядя на лица полицейских, было понятно, что они в шоке. Парамедики быстро перенесли его на носилки и в машину скорой помощи. Следующее, что он помнит, это то, что он очнулся в больнице. Врачи сказали, что ему оставалось жить примерно 2 часа из-за внутреннего кровотечения. Его кожа была как резина, все его пальцы были повернуты в разные стороны. Его выздоровление было очень долгим и медленным. Ему потребовалось множество операций, чтобы восстановить способность ходить. Но хромота осталась у Теда навсегда. Джо Кларк был арестован той же ночью на местной вечеринке. Когда его арестовали, первое, что он спросил у полицейских, было: «О, он еще жив?» Тед сказал полиции, что Джо говорил ему, что он делал это дважды. Одно из имен он так и не смог вспомнить, но другим был мальчик по имени Крис Стайнер. 4 июля 1994 года семья Стайнер, как обычно, легла спать. Их 14-летний сын Крис лег спать раньше, чем обычно, потому что на следующее утро он должен был работать на новой работе и хотел хорошенько выспаться. Однако, когда родители пошли будить его в 6:15 утра, его нигде не было. Отец Криса заходил в его спальню накануне вечером, около 22 часов, и он крепко спал в постели. Они вызвали полицию, которая приехала и начала расследование. Они обнаружили, что в спальне на первом этаже была порезана оконная сетка. Это была комната старшего брата Криса, который в ту ночь находился где-то в другом месте. По всему дому были грязные следы. Дверь во внутренний дворик оказалась не запертой, хотя ее всегда запирали. Первоначально и родители Криса, и полиция думали, что Крис улизнул, чтобы пойти на вечеринку или увидеть девушку. Это были выходные 4 июля, так что это не было чем-то из ряда вон выходящим. Но по мере того, как часы превращались в дни, эта теория быстро отпадала. Полиция тогда предположила, что Крис сбежал из дома, но его родители сказали, что он никогда бы этого не сделал. Он был в восторге от своей новой работы, и у них не было никаких семейных проблем или чего-то еще, что могло бы его подтолкнуть к побегу. Они настаивали на том, что у Криса не было абсолютно никаких причин убегать. 10 июля в реке Висконсин было найдено тело. Тело уже начало вздуваться от нахождения в воде и сильно разложилось. Стоматологические записи подтвердили, что это был Крис. Причиной его смерти было указано утопление с неустановленным способом смерти. Тем не менее, полиция расследовала и другие версии и даже допросила Джо Кларка по этому поводу, так как он хорошо знал старшего брата Криса и был вхож в их дом.
Все подозрения, которые они получили от Джо, были отброшены, так как мать Джо обеспечила ему алиби, сказав, что он был дома в постели в то время, когда Крис пропал. Позже было доказано, что это было ложью. Семья Криса оплакивала его смерть и похоронили его, но его мать продолжала настаивать, что Джо Кларк был замешан в этом деле. Когда Тед рассказал полиции то, что сказал ему Джо, они поговорили с родителями Криса и получили разрешение на эксгумацию его тела. Они провели вскрытие и обнаружили, что у Криса были идентичные переломы ног и лодыжек, которые Тед получил от рук Джо. Полиция обыскала дом, в котором Джо держал Теда, и обнаружила блокнот с 25-30 именами мальчиков, которые жили в этом районе. Это был своего рода расстрельный список. Фамилии были написаны в 3 столбцах. У каждого было свое название. Могут подождать, перейти к следующему этапу и штучка с ногами. За похищение Теда 17-летнему Джо Кларку было предъявлено обвинение в покушении на умышленное убийство 1-й степени, причинение тяжких телесных повреждений ребенку, намерение обезобразить, причинение психического вреда ребенку и соблазнение детей. Джо сказал, что он взял Теда, но только для того, чтобы потусоваться. Он утверждал, что не помнит, как причинял ему увечья, потому что он был не в себе. Также он не признал себя виновным по причине психического заболевания. Джо был усыновлен, и его защита утверждала, что его биологическая мать употребляла наркотики, и она делала это, будучи беременной им, что и привело к таким последствиям. Они также утверждали, что Джо получил травму головы после тяжелой аварии на велосипеде годом ранее. Во время судебного разбирательства Тед должен был дать показания против Кларка, но был ранен в спину другим 15-летним мальчиком. Однако в конце концов он смог дать показания, и Джо Кларк был признан виновным. Он был приговорен к 100 годам лишения свободы за похищение и пытки Теда в течение 43 часов. Теду также была присуждена финансовая компенсация по гражданскому иску. Судья присудил Теду $21 миллион, несмотря на то, что Кларк был без гроша в кармане и отбывал наказание. Судья сказал, что в какой-то момент Кларк может заработать деньги на дурной славе и сенсационном характере дела, и если он это сделает, то деньги достанутся Теду. После суда над Тедом Джо предстал перед судом за убийство Криса. Ему было предъявлено обвинение в убийстве 1-й степени, похищении ребенка и причинении тяжких телесных повреждений ребенку. Кларк не признал себя виновным и настаивает на своей невиновности по сей день. Тем не менее, он был признан виновным по предъявленным обвинениям и приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения в течение 60 лет. Кларк пытался обжаловать свои приговоры на основании отсутствия доказательств, но каждый раз они довольно быстро отклонялись из-за отсутствия оснований. Апелляция 1998 года на его приговор была отклонена районным судом. Кларк продолжает нести наказание в одной из тюрем Висконсина. Друзья, будьте осторожны с незнакомыми людьми. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч.